Друзья, всем привет, на связи. В одном из прошлых видео мы с вами обсуждали, сравнивали моноколесо с велосипедом. Плюсы неоспоримые по сравнению электрогаджета с обычным педальным аналогом, если так можно сказать. И в комментах некоторые из вас с пеной у рта, без обид, говорили о том, что как можно сравнивать моноколесо с аналоговым велосипедом. Там движок, там педали, ноги и здоровье. Если на то пошло, то нужно сравнивать моноколесо с электробайком. Welcome в новое видео, где мы как раз и сравним с вами преимущества моноколеса по сравнению с электровелосипедом. Озвучу, что это мои мысли, это мои рассуждения, и это я так вижу. Первое. Какое бы ни было моноколесо, V5F или супер какой-нибудь тяжеловесный Sherman, оно все равно меньше, чем любой электробайк. По габаритам, по размерам, по высоте, по маневренности. А из этого как раз выплывают куча сопутствующих положительных моментов. Это маневренность на тротуаре. То есть, если я, как велосипедист, далеко не всегда мог проехать среди гуляющей толпы людей на тротуаре на велосипеде, неважно, электробайк, обычный байк, то на моноколесе вообще не проблема. И иногда человек даже не заметит, что я на моноколесе. Просто человек чуть выше ростом прошел с такой же скоростью между людьми. Стоит ли говорить о том, что поехать на моноколесе куда-то в выходной день в центр города не проблема, а потом спешиться с него и водить за ручечку. Поехать на моноколесе на какую-нибудь ярмарку, да, выходного дня, где продают продукты, там мяско, овощи, подходить с этим моноколесом к прилавку, смотреть, не проблема. При этом это моноколесо не обязательно даже держать рукой. Можно держать ногой, можно стоять на нем. Одной ногой на асфальте, одной ногой на педали. Как я на электровелосипеде поеду на ту же самую ярмарку и там буду отовариваться, разве что я его прислоню к дереву, подойду к прилавку, куплю, вернусь к велосипеду, если его не сопрут за это время, и пойду к следующему прилавку. Положу его на землю, подойду к прилавку и так далее. Ну или держать в рукой, одной рукой там что-то накладывать, рассчитываться, доставать из карманов. Как я на электровелосипеде выдвинусь на новогоднюю елку на какую-нибудь в городе, где толпы людей, и буду велосипедом их распихивать, чтобы добраться до Санты или куда-то поближе к елочке? Вопрос. С моноколесом вообще не проблема. В прошлом году даже с райдерами так катались. Короче, маневренность, очевидно, выигрывает. Второе. Место хранения. Если, безусловно, у вас есть частный свой дом, здоровый, с 10 этажами, с 3 или с 4 чердаком, отапливаемым погребом или сараем, гаражом или еще чем-то, то да, это не проблема, этот пункт можно вычеркнуть. Но если у вас квартира, я, например, вот на эту секунду, честно, не представляю, куда бы я приткнул велосипед, электробайк в квартире. Ну, разве что по центру комнаты его поставить. Да, есть кладовка, в кладовке уже стоит один велосипед жены, в кладовке стоит там скейт, в кладовке стоит там беговел, там самокат и все остальное. Но второй велосипед в эту кладовку, даже в вертикальном состоянии, проблема. Моноколесо, хранение моноколеса в квартире, да хоть 50 штук дайте, я их понатыкаю так, что их даже заметно не будет. Приехали вы в офис. Офисы, конечно, у всех разные. У кого-то есть душ в офисе, у кого-то есть парковочное место в офисе. Но если офис обычный офис, то моноколесо можно поставить, и его не будет заметно, и оно не будет мешаться. А вот куда вы поставите велосипед? В офисе. Нет, конечно. Я бывало в офис и тянул и сноуборды, потому что в пятницу вечером я прям с офиса ехал в Карпаты, Буковель. Но сноуборд — это не велосипед. То есть вывод по месту хранения очевиден. Моноколесо плюс,
электровел – минус. Третий плюс моноколеса по сравнению с электровелосипедом – это возможность его возить с собой куда угодно. За окном 40, внезапно скорость ветра, спустились в метро, переждали, проехались, отдохнули. С моноколесом более чем за 2 года ни разу мне ни в маршрутках, ни в троллейбусах, ни в метро никто ничего не сказал. С велосипедом, я думаю, вам объяснять даже не стоит, что с велосипедом соваться в метро такое себе удовольствие. Не всегда даже с самокатом в метро пропускают. Зайти в маршрутку в какой-то Богдан желтый с моноколесом вообще не проблема. Хоть вот так вот взял в охапку и затащил. С велосипедом, если это еще и час пик, я думаю, люди вам скажут, что все, что они о вас думают. Трамвай, троллейбус, фуникулер – аналогично. Электричка – мы еще не Голландия, где есть специальные подвесочные места для велосипедов. В нашей электричке велосипед приткнуть, разве что в тамбуре где-то можно. То есть перевозить с собой моноколесо куда легче – это плюс. Четвертый плюс – это мое мнение, возможно, для кого-то это минус. Это свободные руки. Я ездил на велосипеде. Я умею ездить на велосипеде без рук. Но свободные руки на моноколесе для меня это реальный плюс. И это не только возможность ответить на телефонный звонок, отправить кому-то какое-то сообщение параллельно, достать телефон и сразу посмотреть карту. Да, вы можете сказать, что на велосипеде это все то же самое можно делать, повесив на руль, но при этом ваши руки не освободятся от держания за руль. Стоит ли говорить о том, что на моноколесе можно параллельно ехать, пить, есть, перекусывать, общаться, жестикулировать? Свободные руки – плюс. Пятый пункт – это ширина покрышки. Какой бы электровелосипед ни был, ширина покрышки стартует от 2.125. В моноколесах ширина покрышки всегда шире. Есть ли электровелосипеды с шириной покрышки 3? Наверное, есть, но это скорее исключение, чем обыденная практика. А ширина покрышки напрямую влияет на положение дел на дороге, положение и возможность рухнуть, когда вы заезжаете в стык между плитами. Такие случаи у велосипедистов были. Я лично знаю таких велосипедистов, которые травмировались, въехав в стыки между плитами. Сюда же относятся какие-нибудь набережные с плиткой, сюда же относится брусчатка и тому подобное. Съехать на велосипеде с такими колесиками по Андреевскому спуску, наверное, затея такая себе. На моноколесе без проблем. 6-й пункт – езда по тротуару. На моноколесе на вас при перемещении по тротуару будут смотреть нормально. На велосипеде при перемещении по тротуару будут смотреть так, немного подозрительно, потому что вы должны находиться на дороге по ПДД, потому что вы на тротуаре занимаете сильно много места. На моноколесе места вы не занимаете. На тротуаре вы ровно такой же человек, просто иногда с большей скоростью, чем обычный пешеход. Плюс. И заключительный пункт плюса моноколесо по отношению к электровелосипеду – это лично, опять же, для меня возможность зайти в любое кафе, в любой ресторан, в любой торговый центр, в любой продуктовый магазин, и вам, в принципе, никто ничего не скажет. Да, в одном из следующих видеороликов я протестирую рестораны, кафе, в которые меня пустят, возможно, не пустят, с моноколесом. И вы наглядно это увидите, палец вверх, чтобы дождаться этот видос, и подпишитесь, чтобы его не пропустить. Но так или иначе, оставлять велосипед около входа в торговый центр, нужно вам, да, вы ехали мимо, вспомнили, мне молочко нужно купить или хлебушек. С моноколесом вообще без проблем. Даже если у меня рюкзака нету, я взял кулечек, закупился и приехал с этим моноколесом. Зашел, походил, отдохнул, зарядился, погрелся. С велосипедом в ТРЦ, будем откровенны, 100% вас не пустят. Не потому, что он грязный, не потому, что он тяжелый, потому что он большой, потому что у людей восприятие такое. С самокатом пустят, с моноколесом пустят, с электровелосипедом нет. Кафе, ресторан, я думаю, опять же, не стоит говорить о том, что банально, и я это видел с колесом,
Я видел райдера, который, ну, видимо, на встрече на какой-то был, он вот так вот подошел к столику, тут там клиент, тут он колесо положил на бок, сидят, общаются. Как вы велосипед приткнете в междурядье в кафе где-то, проблема. Друзья, вот 7 пунктов, которые я набросал буквально за 5 минут. Я уверен, что, возможно, я что-то упустил из плюсов моноколеса по отношению к велосипеду. Добавьте, если что-то знаете, если что-то помните, если что-то хотите. Лайк, фидбэк в комментах, не знаете, что написать. Андатра спасает мир и подписка. До новых встреч, в новых видосах. Всем пока.